Доброе утро, 1 июля. Время летит, не перестаю удивляться. Сегодня обещают 35 градусов жары. Европейская волна зноя добралась и до Германии. Поэтому моя дневная прогулка будет интересной. Сниму кепочку и будет лысина загорать. У меня начинается, по сути, последняя неделя курсов. Во вторник следующий у меня последний день должен быть, но мы в этот день должны улететь с ребенком. Поэтому мне еще стоит придумать, как это все уладить на этих самых курсах, чтобы последним днем стал понедельник. Подумаю над этим, время еще есть. Ну и сегодня день будет интересный, потому что сегодня украинский, вернее русскоязычный куратор у нас Алексей. Есть у меня к нему пару вопросов. Нужны его подсказки. Возвращаюсь домой. Сегодня нас рано отпустили из-за жары. И завтра тоже будем учиться не до 11:30, а до 10:30. Вот. Интересно сегодня день прошел, но больше в разговорах. Получается, мы с этим русскоязычным парнем Алексеем разговаривали по очереди и по многу. Ну так, больше за жизнь, там за какие-то приколы немецкие. Там он о себе рассказывал, там о себе. Ну, по моим делам, что я его попросил оценить вот этот курс, который был City Logistic, права на категорию Б, и, в общем, ты учишься на курьера. Объяснил ему резоны, по которым я хочу туда пойти. Ну, и еще он посмотрел там мне e-commerce Kaufman, то есть продавец, электронный продавец, или как это правильно перевести, не могу сказать. Ну, то есть работаешь с интернет-магазинами, там, либо же ведешь сайты каких-то компаний, чем по продаже. Ну, там, он говорит, это чуть более сложная форма, там надо какой-то экзамен сдавать и все такое. Я говорю, ну, тогда понятно. То есть я буду склоняться к этому сити-логистику. Объяснил ему, как дальше я буду действовать, что попрошу у куратора своего дать мне разрешение, ну и так далее. Ну, в общем, так вот этот день и прошел. Ничего никуда я не отправлял. Бевербунги в смысле. Вот, и завтра придет Элла, и я у нее попрошу разрешения не приходить в следующий вторник, последний день. Ну, вернее, объясню эту ситуацию, что у меня уже есть билеты, мне нужно с ребенком уезжать. Ну, по крайней мере, я этому Леше рассказал эту историю. Он говорит, это должно быть все нормально, мол, они тебя должны отпустить. Ну, такие вот дела. В общем, сейчас иду обедаю и пойду на прогулочку. Без воды, без еды, буду жариться на солнышке. Пару часов, думаю, погулять. Я гуляю после обеда, пришел на озеро, купаться я не буду, а просто смотрю, как тут что устроено. В принципе, гуляю по лесу, жара не так чувствуется, сейчас умылся холодной водичкой здесь в кемпинге и все окей. В общем, никогда на этом пляже не был, я обычно бывал с той стороны, вот с той стороны, а здесь получается пляж, который выходит от стационарного кемпинга. То есть у людей здесь запаркованы их дома на колесах, круглогодично они стоят, и вот так вот можно на практически собственный пляж ходить купаться. Вон, пожалуйста, спустился, и ты уже здесь. Красота. Этот кемпинг довольно большой, там вон ресторан и магазин есть даже. Такая чудо-машинка, не знаю, что это такое, электрическое, что-то маленькое. Ну, в общем-то, поделено все на улице. Есть такие перекресточки, от которых расходятся домики уже. Ну и люди летом здесь проводят время. Да и осенью, в общем, кто когда хочет, тогда и прибывает здесь. В прошлом году, как я и говорил когда-то в более раннем видео, я видел, здесь продавался вот такого рода дом на колесах, стоящий на участке. Продавался за 13 тысяч, по-моему. Ежегодный взнос, сейчас не вспомню, по-моему, там что-то около
300 с чем-то, если я не ошибаюсь. Ну, боюсь обмануть. В общем, это все на Kleinanzeigen периодически появляется, и можно посмотреть, у кого есть желание. В целом, неплохой вариант для пенсионера. Я уже иду в сторону дома. Ушел из кемпинга от озера. Вот. И на этой прогулке я иду, слушаю видео. Продолжаю дальше эту же тему карнивора. И уже попадается мне видео, скажем так, немного более углубленно раскрывающее эту тему. Я перешел, скажем, на более глубокий уровень познания всего ужаса этой диеты. Ну, если можно так назвать, конечно. В общем, попался мне канал какого-то доктора Ника, где человек рассказывает свою историю. Вообще, как бы, начиная с юности, как он питался, какие у него были проблемы, он все это записывал, мониторил и на разных протоколах питания отслеживал, что убыло, что прибыло и так далее. Начал он этим играться довольно молодым, лет 20. Сейчас ему там, наверное, 30-ка точно. И я сейчас слушаю, вернее, стрим, который он проводил лет 5 назад. Там на 4 часа стрим. Ну, я на двоечке слушаю, как бы. Вчера начал и сегодня вот заканчиваю. И довольно интересно получается. Если так ретроспективно посмотреть, то парень, наверное, изначально, имея проблемы, да, там, с пищеварением, с весом и со всеми делами, с питанием с самого детства, умудрился усадить себе экспериментами его наглухо. Но при этом он озадачился медицинским образованием, благодаря этому и сейчас зарабатывает этим. И выходит, что так, если пробежаться по этапам, то у него там было и палеодиета какая-то, и кето, и карнивор, причем даже сыроедческий. И в итоге этот карнивор у него закончился каким-то жутчайшим отравлением и вообще полной какой-то инфекцией. После этого он еле выкарабкался на рис и мясо. Сейчас он ест в основном рис и мясом добирает что-то там, какое-то количество. Я уж сильно не вникал, мне общая картина интересна. Ну и, соответственно, на этом его стриме он рассказал вот этот вот свой этап прохождения всех этих мук. А я еще видел его видео более свежее, где он как бы там вот годичной давности, он извиняется перед пациентами своими, которых мог неосознанно, как бы, которым мог причинить вред, потому что он там посмотрел какие-то новые исследования о том, что кето-диета и вот эти всякие карниворы могут привести к диабету второго типа здоровых людей. Ну, как-то так он на этом акцентирует, что именно отслеживали здоровых людей без лишнего веса и так далее. И у них эта диета показывала, в общем, склонность к заболеванию диабетом второго типа, по-моему. И он такой прям на серьезном: извините, я не знал, туда-сюда. Не знаю, может, там следующее видео было уже опровержение этого, без понятия. Но смысл в чем? Человек как бы находится в постоянном мониторинге, да, того, что в медицине происходит, связанного с диетами, питанием и так далее. И уже это говорит хотя бы в пользу того, что он информацию как-то анализирует, критически осмысливает, перепроверяет и так далее. Там друг у него какой-то есть еще из Америки, Монастырский фамилия. Тоже я там мельком их совместный стрим послушал. Тоже выглядит грамотным мужчиной. Ну, такое все, что за напто, то не здраво. Как есть такое выражение. В общем, он более взвешенный, я так понимаю, во всех этих вещах. Ну, в общем, мое вчерашнее итоговое понимание ситуации с этой диетой, к которому я пришел, да, что надо как-то в меру и не спеша, оно по сути правильное, скорее всего. Плюс вот этот гибкий метаболизм, или как там мне ChatGPT диагнозы ставил, тоже дает мне надежду на успех. У меня был позитивный опыт такой.
И, наверное, надо сейчас в этом же ключе дальше и копать. Но это все хорошо. А главный смысл, который я для себя вынес, это я задумался очень серьезно, вот особенно сейчас, вот сегодня, на этой прогулке, я вдруг осознал, насколько ущербно питаются мои дети. То есть я и раньше это понимал, там для меня никогда не было это тайной, там, секретом, или не могу сказать, что я не обращал внимания. Я внимание обращал, но понимал, что я особо сделать что-то не могу. Периодами старался как-то наладить, разговаривал туда-сюда. И, в общем, в целом это какой-то роли не играло. Особенно меня беспокоит младшая дочь. Я где-то говорил уже, что у нее расстройство питания в плане того, что она ест только что-то с яркими вкусами. То есть чипсы, какое-то мясо наглухо приправленное соевым соусом, чтобы соленое, либо очень сладкое, либо соленое. То есть вот она зажирается этим всем. Ей 13 лет как бы. И при этом у нее то живот болит, то голова, то еще что-то. И в общем там уже непонятно. Я часто его подозреваю в симуляции, когда она не хочет в школу идти. В общем неизвестно, когда на самом деле болит этот живот. Врач-гастроэнтеролог тоже довольно бестолковый, ничего найти и диагностировать толком не может, потому как и мы не можем соблюсти те установки, которые он дает, там, допустим, исключить там какой-то продукт на 2 недели, а как ты его исключишь, если она в принципе ничего не ест, да, то есть она, как мне кажется, да, в чем грех этого врача, она вообще как бы не интересуется, чем ребенок в данный момент питается. То есть вот когда ты приходишь к ней с жалобой, мне кажется, логично узнать, а что она вообще ест, да, изначально, вот посмотреть на ее питание. То есть ничего такого не было. Соответственно, она как будто по умолчанию считает, что ребенок питается нормально. Там жена моя, не знаю, рассказывала, что-то не рассказывала. Насколько я знаю, она вообще с врачами болтать не любит. И если ее не спросишь, она ничего сама не расскажет. Соответственно, врач исходит из того, что ребенок как-то по умолчанию нормально питается. И говорит, там, исключите там какие-то продукты, какие-то ягоды. Допустим, я не помню, что она там говорила. И посмотрите, что будет там через 2 недели. Приезжайте или когда. Что-то подобное. Так. Думал, запись выключилась. Солнце светит, не видно вообще, идет запись или нет. Да, и в общем, с таким как бы лечением и диагностированием понятно, что ничего никто найти не может. Это, кстати, тот врач, который предлагал мне отрезать желчный. Поэтому вообще 0 удивления. Да, я к чему? К тому, что я сейчас вот беру себе задачу в этой нашей поездке с ребенком этот вопрос питания ее максимально постараться решить. То есть я должен ей донести за это время как-то аккуратно и ситуативно, точечно, правильно донести ей всю ущербность того питания, которая сейчас у нее есть, и попытаться ей заложить какие-то основы питания более здорового. Я в принципе уже это делаю, то есть по утрам я ее приучил к какой-нибудь там каше рисовой, гречневой и так далее, там какая-то яичница, что-то такое, то есть то, что раньше она ела нестабильно или вообще могла не есть, то есть сейчас хотя бы 1 прием пищи получается, на каких-то длинных углеводах хотя бы, вот, и как-то ей попробую в этом путешествии показать, чтобы она, может, почувствовала реакцию того же сладкого, чтобы она поняла, как работает быстрый углевод, да, сколько он дает энергии, чтобы она почувствовала, когда эта энергия заканчивается и так далее и тому подобное. Чтобы она научилась прислушиваться, может, к организму по поводу еды, да. То есть я хочу ей раскрыть связку, вот эту, допустим, ее самочувствия, ощущений, там, упадка сил или какого-то там депрессивного настроения именно с тем, что она ест. По сути, ж так оно и есть, да, там какая-то вот гликемический этот индекс скачет, там, или как это правильно сказать, инсулиновый, и у тебя то спад, то подъем, в общем, вот такое, качели эти, вот, чтобы она понимала, как это работает. И если она прочувствует и поймет, что еда это не просто как бы то, что ты вкидываешь ради вкуса, а то, по сути, что тебя заставляет себя каким-то образом чувствовать, хорошо или плохо, вот тогда, мне кажется, будет проще ей закладывать какие-то правильные пищевые привычки. В общем, вот эту такую задачу я для себя сейчас нарисовал. И я буду стараться ее за эти наши каникулы
воплотить в жизнь. Ну, хотя бы сделать какие-то шаги в этом плане. Я как бы много о чем думал с ней там поговорить, будучи один на один, но, наверное, это будет самое важное. Но вот такие сегодня мысли у меня. Ладно, до завтра.